Привет! Сегодня на обзоре у нас премиальный телевизор от бренда TCL. Модель называется C935. И чем же интересен этот телевизор? Тем, что это у нас идет VA-матрица и мини-LED подсветка. А эта компоновка нам дает один из лучших результатов до OLED телевизоров. Особенно в плане яркости, так как это мини-LED, он будет намного ярче, чем OLED телевизор. И в плане контрастности, так как это VA-матрица. А VA-матрица нам дает хорошую контрастность и хороший черный. И мы, конечно же, сравним черный OLED и этого телевизора. Также интересно то, что это у нас идет QLED телевизор, разрешение, конечно же, 4К, и этот телевизор идет игровой. У него есть поддержка VRR и максимальная частота, как заявляет производитель, до 144 Гц. У меня Xbox Series X, я буду проверять 4К 120 Гц, то есть как это все работает. Также приятно, что у этого телевизора хорошие показатели в плане звука. Здесь у нас идет два динамика снизу, два динамика сверху и встроенный сабвуфер. И динамики, как заявляет производитель, от бренда Onkyo. То есть это неплохой бренд в плане акустики. Ну и, конечно же, Google TV. И наши люди, многие любят Google TV только потому, что вы можете пользоваться официальными приложениями, здесь есть все лицензии, и также устанавливать сами сторонние приложения и смотреть то, что вы хотите, а не то, что есть в магазине приложений. Что касается телевизора, эта модель бывает всего лишь в двух диагоналях, 65 диагональ и 75. И они, кстати, между собой тоже отличаются. В 65 диагонали у нас идет 1080 зон подсветки, а в 75 1920 зон подсветки. Сегодня на обзоре у нас будет 65 диагональ. По поводу цены. На старте продаж вы этот телевизор могли купить до 110 тысяч рублей, сейчас он стоит 139 тысяч рублей. Кстати, когда вышла эта модель, заявленная стоимость должна была быть 2000 евро. То есть, в принципе, сейчас он подешевел и уже интересен к рассмотрению. Особенно, если он будет опять по акции до 110 тысяч. Ну что, давайте перейдем к обзору. По традиции начнем с дизайна и внешнего вида. Первое, с чего хотелось бы начать, это, конечно же, ножка. Ножка у нас идет посередине. Для такого размера это важно, потому что не каждый может повесить телевизор на стенку, а при такой ножке этот телевизор можно установить практически на любую поверхность. Эта ножка собирается из нескольких частей. Нижняя часть у нас будет металлическая, а верхняя часть, которая будет крепиться к телевизору, она будет пластиковая. И она тоже собирается из двух частей. Интересно то, что эти части, это пластик очень тонкий, в руках он гнется, и у вас будут сомнения, выдержит ли этот пластик вес этого телевизора. Но когда вы этот пластик прикрутите к нижней металлической основе, он приобретет жесткость, и тогда уже у вас сомнений не будет. У меня, кстати, они были, когда я прикручивал этот телевизор. Ну и опять же мы получаем функционал, так как внутри у нас пустота, мы можем спрятать туда кабеля. Следующее это дизайн его лицевой части. Смотрится это очень гармонично, смотрится это премиально. Сверху вы видите камеру, то есть в этой модели у нас есть еще камера, которая идет в комплекте. Правда, камера, конечно же, дешевенькая, мы это проверим, но сам факт, бесплатно нам укомплектовали. И в принципе можно общаться, пожалуйста. Рамки у нас, конечно же, тоненькие, так как сейчас все бренды делают клееные матрицы, чтобы максимально это смотрелось современно. Тонкие рамки, здесь все хорошо. Снизу мы видим вот такую толстую панель. Здесь у нас посередине логотип TCL. Панель у нас широкая. И вот знаете, как раньше в плазмах это как-то вот было модно. Ну, в принципе, могу сказать, что из-за того, что ножка у нас идет металлическая, вот эта вставочка металлическая тоже у нас идет в одном цвете, смотрится гармонично и показывает, что это у нас премиальный телевизор. Ну и справа мы видим логотип бренда Onkyo. Бренд TCL прям вот везде говорит, что смотрите, в наших телевизорах у нас идет акустика от Onkyo, что вот не каждый может себе это позволить, а мы можем поставить за минимальную цену вам хороший звук. Также приятный момент, что в этом телевизоре есть встроенный микрофон. Снизу у нас есть переключатель, то есть вы можете вот так его включить, либо выключить. И пользоваться им без пульта управления. То есть вы можете сказать «Окей, Google, какая погода», либо там «Окей, Google, найди какое-то видео», и он вам это сделает. И не всегда вам нужно брать пульт управления, то есть вы можете это сделать с помощью команды. Окей, Google, какая погода в Донецке? Согласно источнику Яндекс, погода в Донецке. По поводу толщины телевизора. Телевизор можно назвать средним, даже может меньше среднего, так как здесь идет мини-LED подсветка, его толщина будет меньше, чем в телевизорах, у которых идет Direct LED подсветка. То есть толщина здесь ниже среднего.
и многим это тоже может быть важно, особенно если вы будете вешать на стенку. Итак, переходим к тем моментам, которые мне не понравились в плане дизайна внешнего вида, и это разъемы. Разъемы у нас находятся с правой стороны, они недалеко от края, они закрыты заглушкой, вроде здесь все хорошо. Но первое, если человек будет вешать на стенку, он снимет заглушку, и подобраться к разъемам, которые утоплены вовнутрь телевизора, будет не совсем удобно. Одно спасает, что они недалеко расположены от края телевизора, и в принципе все-таки с горем пополам вы скорее всего достанете. Но тут будет зависеть, конечно же, от кронштейна, насколько он далеко будет от стенки. Второй момент это по разъемам. То есть здесь у нас идет 4 HDMI разъема, то есть все хорошо. Два из них идут в версии 2.1, так как это у нас игровой телевизор и он поддерживает версию 2.1. У нас идет подключение интернета кабеля напрямую, SPDIF, AV разъем, подключение наушников и, конечно же, тюнера. И здесь начинается бред. Здесь у нас идет всего лишь один USB разъем. Ладно, вы поставили один USB разъем, но так как вы подарили камеру, которая идет в комплекте, она этот USB разъем забирает. То есть вы эту камеру должны подключить через USB разъем. Теперь вопрос, а где еще один USB разъем, который мне понадобится для флешки либо для жесткого диска? Конечно же, сейчас ребята начнут писать, что можно же подключить USB хаб. То есть можно отдельно докупить USB хаб. Можно. Но опять же он будет торчать, это вам нужно докупать. И почему это не сделать сразу? То есть чтобы сделать там на 2-3 USB разъема больше и сделать, допустим, просто его удлинить, количество разъемов. То есть почему не сделать так? Это премиальный телевизор. Ну как может быть в премиальном телевизоре один USB разъем? То есть это мне крайне не понравилось. Ну и, кстати, забыл сказать по поводу сборки. Сборка этого телевизора идет в Китай. То есть для кого-то это важно, для кого-то нет. Ну, забыл сказать. Важный момент, сборка идет в Китай. Еще один момент, который мне не понравился, это пульт управления. И не потому, что он плохой, а только потому, что этот пульт идет во все линейки TCL. То есть даже за 20, даже нет, у них 32, там, даже за 12 тысяч рублей у вас будет вот такой пульт. Но извините, это премиальный телевизор, который стоит больше 100 тысяч. То есть, ну, в такой телевизор нужно было положить какой-то другой пульт, чтобы он намекал на премиальность, там, с подсветкой, либо его сделать металлический. То есть, сделайте для премиальной серии телевизоров отдельный пульт. Это вот я вам скажу не только от себя, и от многих пользователей. Если меня смотрят представители бренда TCL, все-таки человек, который покупает премиальный телек, он бы хотел чувствовать это даже в пульте управления, так как это та часть, которой ты будешь управлять телевизором, то есть ты с рук практически выпускать не будешь и будешь постоянно контактировать с телевизором и взаимодействовать с телевизором с помощью пульта управления. Я считаю, что эта премиальность должна передаваться, то есть не лейбочкой, не логотипом, там OnQ или что-то еще, а сделать в премиальном телеке нормальный пульт. В целом пульт неплохой. Здесь есть все функции, так как это у нас Google TV, здесь есть микрофон, вы можете голосом тоже управлять, кнопки прорезиненные, пластик самый обычный, бюджетный, то есть в принципе здесь все как и у всех. Ну и по кнопкам их здесь немного, форма удобная, в руке держать тоже удобно. То есть, конечно же, к этому придраться нельзя. Но придраться можно к тому, что мы понимаем, что это премиальный телек, и здесь бы хотелось бы увидеть другой пульт. Перед тем, как мы перейдем к тестам, хочу вам порекомендовать вот такой жесткий диск, мне его подарили для обзора, ссылочку оставлю на него в описании под видео. Я специально записал сюда все форматы Dolby Vision, HDR, Dolby Atmos, чтобы проверить, как этот телевизор их воспроизводит. И еще плюс в том, что благодаря жесткому диску, либо большой флешке, вы можете расширить память телевизора. К примеру, вы можете зайти в настройки и отформатировать его и увеличить память этого телевизора, так как своей памяти здесь остается не так уж и много. И плюс то, что у этого бренда есть очень много разных ревизий, то есть разное количество памяти и разная скорость, и вы можете выбрать под свои задачи и свой бюджет. Его преимущество, что он небольшой, здесь есть такая резиночка, что вы можете повесить, его удобно носить с собой, либо опять же он маленький, удобно будет повесить сзади телевизора. Давайте перейдем к его смарту. Здесь у нас идет Google TV 11 версии. И нравится то, что в последних моделях TCL стали делать более нормальное железо. Конечно же, это не то, что делает бренд, но намного лучше, чем то, что делала TCL раньше. И те модели, которые делались 2 года назад, и то, что делает сейчас, разница, конечно, ощутимая. Итак, зайдем в AIDA 64, посмотрим, что у нас по железу. Здесь у нас идет 3 гигабайта оперативной памяти. Идет 4-ядерный процессор с ядрами Cortex A73 и частотой 1300 МГц. К примеру, раньше в бюджетных сериях это были ядра A55, и в первых моделях вообще была частота 900. То есть сейчас у нас выросла частота, и ядра стали более производительные.
Этот телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, частоту 2,4 и 5 ГГц. Если у вас роутер поддерживает вторую частоту 5 ГГц, лучше подключать по ней, скорость будет намного выше, чем на частоте 2,4. Но только если роутер с телевизором в одной комнате. Если есть стенка, то стенка дает затухание, и здесь, наверное, будет лучше подключить кабелем напрямую. Но это все нужно тестировать, это просто, чтобы вы понимали, какие есть нюансы. Ну и по кодекам этот телевизор поддерживает все современные форматы: Dolby Vision, Dolby Atmos, и поддерживает последний кодек AV01. То есть в этом плане тоже все хорошо. Ну и также, конечно же, есть поддержка всех лицензий. Вы можете смотреть официальные стриминговые сервисы. Как я сказал в начале ролика, почему наши люди любят Google TV, это, конечно же, за возможность установки сторонних приложений. Здесь это ставится все без проблем. Я установил IPTV своего провайдера, я установил сторонний кинозал, я проверил, он даже тянет торрент онлайн, здесь никаких проблем нет, железа хватает и, опять же, поддержка всех форматов. Также вы можете смотреть все с жесткого диска. Я специально закачал сюда все форматы, и когда я их открывал, он показывал, что это определенный формат. То есть если открываю Dolby Vision, появляется значок Dolby Vision. Открываю HDR, появляется значок HDR. Открываю HDR 10+, он, кстати, показывает HDR 10+. Я открывал специально самсунговский ролик, он отдельно еще показал, что это не просто HDR, а HDR 10+. То есть полностью все это было видно. По поводу Dolby Atmos, интересно, что когда я открывал через внутренний плеер, этот файл писался, что не поддерживаем аудиоформат, то есть он не хотел воспроизводить через внутренний медиаплеер. Я установил специально Kodi, и через Kodi он этот файл открыл. И открыл Dolby Atmos. То есть Dolby Atmos действительно получается за счет того, что здесь два динамика сверху, определенный эффект получается. То есть вы получаете дополнительный объем, и вот эти моменты, которые в сценах, может быть, которые вы не замечаете, если у вас будет формат Dolby Atmos, вы получаете определенные эмоции даже на телевизоре. То есть, конечно же, на акустике было бы еще круче, но этот телевизор поддерживает этот формат, и у вас тоже будет, в принципе, дополнительный эффект и дополнительные эмоции. Ну что, давайте перейдем к тесту его возможностей. И первое, что хотелось бы проверить, это, конечно же, уровень черного. Так как это у нас мини-LED телевизор, VA-матрица, QLED, мне было важно, как он передает черный. То есть будут ли засветы, будут ли ореолы. И чтобы максимально вам это показать, я специально поставлю свой OLED телевизор рядом, так как OLED это король черного, и там он будет идеальный. И как вы видите, что большинство тестов этот телевизор прошел хорошо. И уровень черного у него хороший. Конечно же, глубина черного OLED будет чуть выше, но самое главное, каких-то ореолов или каких-то засветов вы на этом телевизоре не увидите. Здесь очень интересно настроены алгоритмы обработки, и он иногда специально понижает яркость, чтобы вы не видели этих ореолов и засветов. Когда я включил не тестовые ролики, а просто ролики, где есть темные сцены, здесь тоже не всегда получается одинаково. Иногда он показывает больше деталей в тенях, то есть даже больше, чем мой OLED телевизор. Иногда наоборот меньше. То есть здесь будет, конечно, зависеть от ролика и, наверное, от качества, от цены и как этот ролик обрабатывает алгоритм этого телевизора. И в целом я считаю, что этот тест он прошел очень хорошо. Единственное, к чему можно было придраться, это когда я тестировал темные сцены на слабом сигнале, то есть на сжатом сигнале, где есть сильное сжатие. Там, конечно же, были видны артефакты. То есть больше было видно деталей в тенях, чем у моего OLED. Но, как видите, когда камера двигалась наплывом, были вот эти квадратики, артефакты больше видны, чем, допустим, моего OLED от Sony. То есть вот это, наверное, единственный самый главный минус в том, что обработка артефактов и слабого сигнала все-таки у китайцев пока не такая идеальная, как у бренда. Самым главным минусом VA-матрицы это, наверное, угол обзора. И как видите, когда я меняю угол обзора, у вас будет теряться контрастность. То есть, если вы берете такой телевизор и будете смотреть его относительно прямо, то вам результат понравится. Если у вас будет часто такое, что вам нужно смотреть его с большого угла, то есть будет большой угол обзора, то в этом плане, конечно же, вы будете терять контрастность. И если вы хотите телевизор с хорошим углом обзора и с хорошей контрастностью, это, конечно же, OLED телевизор. То есть в этом плане лучше брать его. Следующее это тест на плавность, и очень важным моментом является, когда в телевизоре есть уплавнялка, и здесь, конечно же, она есть. Все тесты телевизор проходит неплохо,
Из минусов то, что здесь нет вставки черного кадра, потому что при его яркости, если была вставка черного кадра, при движении было бы больше резкости. К сожалению, здесь этой функции нет, но спасибо хотя бы, что есть просто банальная уплавнялка, и здесь нет подергивания при движении, что очень важно. Следующий тест, я хотел посмотреть его яркость. Диапазон яркости у этого телевизора идет от 500 до 2000 нит, то есть пиковая яркость у него заявлена до 2000 нит. Могу сказать простыми словами, эта яркость реально ощущается. Я когда включал телевизор при выключенном свете, проверял темные сцены, и в темных сценах был огонь, либо какой-то вот вспышка, либо какой-то эффект. Иногда этот телевизор давал такую яркость, что у меня прям вот вспышки были в глазах и прям аж слепило. То есть настолько он мог иногда передать эту сильную яркость, чего не мог передать мой OLED. Вот эта сцена «Игра престолов», когда Дейенерис жгла вот этих халов, огонь, который передавал мини-LED телевизор, он настолько ощущался ярким, настолько вот на лицах этот блеск, блик был, что мой OLED на максимальной яркости не передавал вот этих эмоций, вот этой яркости, вот этого всего пожара огня, который мог дать мини-LED. То есть мини-LED телевизоры с высокой яркостью и вот такими возможностями, затемнениями дают такие эмоции, которые не может дать мой OLED телевизор. То есть здесь я, конечно же, немного даже подрастроился. Из минусов, конечно же, опять же, в сжатых видео это артефакты, которые будут больше видны при такой яркости, чем на моем OLED. Но это кому что уже важно. И опять же, эта яркость важна для светлых комнат. Если у вас будет светлая комната, вы хотите посмотреть днем, то возможность пиковой яркости, которую может дать этот телевизор, очень важна, чтобы вы могли опять же все детали рассмотреть днем, потому что у OLED, к сожалению, при дневном просмотре, особенно если солнце будет светить где-то рядом, то иногда есть потеря в деталях. То есть вам телевизор кажется тусклым, потому что есть слишком сильные источники света, и они будут мешать вам комфортному просмотру OLED телевизора. У этого же телевизора такой проблемы нет. Вот зачем нужна такая большая пиковая яркость. Для передачи каких-то бликов и для комфортного дневного просмотра. Ну что, перечислив все характеристики, все положительные и отрицательные моменты, показав все тесты, давайте перейдем к самому главному. Это, конечно же, картинка, то есть какой мы получаем результат в конце. И что хочется сказать первое, это его калибровка. То есть при всех характеристиках, при всех плюсах, самым главным минусом у большинства китайцев это настройка динамической контрастности. Она немного грубоватая, жесткая. И те режимы, которые есть, все равно не дают нам прям вот идеального результата. И самый главный минус этой динамической контрастности будет именно в SDR сигнале, либо в слабом сигнале, либо в сжатом сигнале. Блики и яркие моменты могут смотреться слишком жестко на лице. То есть иногда переход от светлых участков к темным участкам, то есть тени и вот эти моменты, они могут смотреться грубовато, жестко, неестественно. Это на режиме стандарт. Я пытался немного откалибровать, то есть цвет, контрастность. Я это сделал намного лучше, очень приближенно, как может показывать мой OLED телевизор. Но иногда блики и вот эти моменты переходов смотреть все равно грубовато. То есть это я сейчас придираюсь, чтобы вы понимали. То есть если у вас есть чем сравнить, они будут смотреться грубовато. И придраться, опять же, можно в темных сценах, это небольшой артефакт, особенно если есть какое-то движение. И опять же, это если сравнивать и придираться, чтобы вы понимали, что не идеально. Все-таки бренд в этом плане более идеальный. Но это, опять же, когда я говорю за слабый сигнал. Если включить HDR, если включить Dolby Vision, там уже битрейт высокий, там уже сжатия практически нет, там уже картинка классная и действительно получается хороший результат. В HDR сигнале разница очень высокая, особенно если мы говорим за яркие сцены, то есть прям вот уделывает очень сильно мой OLED. В Dolby Vision он просто мне очень понравился, особенно как он показывает Dolby Vision IQ. Здесь есть отдельный режим Dolby Vision IQ, то есть он в зависимости от освещения пытается поднастроить яркость, контрастность телевизора. И мне очень понравилось. То есть я его чуть откалибровал, плюс этот режим. И так как он показывает Dolby Vision IQ, особенно вот я включал сериал Wednesday, мне очень понравилось, как он показывал. То есть каждая деталька, передача движения, передача цвета мне понравилась очень сильно в Dolby Vision. В HDR тоже понравилось, но на первом месте я его поставил Dolby Vision, на втором месте HDR и на последнем месте SDR, особенно если это сжатый сигнал.
То есть вы откалибровать сможете. Если вот эти моменты жесткости и артефакта вас раздражают, вы можете поставить режим кино и калибровать от режима кино. Потому что в режиме кино ползунок резкости выведен в ноль, и переходы будут смотреться более плавно, и картинка будет смотреться более мягкой. То есть мягче цветопередача, но цвет будет однородный. Если ставить рядом Abbrand, то вы будете видеть эту разницу, и будет казаться, что недостаточная контрастность. То есть все равно нельзя назвать идеальным. Но в принципе откалибровать под свой вкус вы сможете. Особенно фишка в том, что рядом вам сравнить не с чем будет, и вам будет казаться, что это самый лучший вариант и идеал. И за эту цену, я считаю, это будет хорошо. Чуть не забыл протестировать нашу бонусную камеру. Я ее, конечно же, подключил в USB разъем, единственный, который у нас здесь есть. Наверное, для этой камеры здесь его и оставили. Скачал приложение Google Duo, и когда это сделал, включил камеру и, конечно же, увидел слабое разрешение. Есть сильные артефакты, картинка мыльная, и единственный вариант ее улучшить — это сделать, чтобы ваше освещение было максимальное. То есть будет более-менее комфортно общаться днем, либо если у вас хорошее освещение, тогда будет еще как-то более-менее. Но при слабом освещении и его разрешении картинка будет очень и очень плохая. У камеры есть затвор, если вы переживаете, что за вами кто-то следит, вы можете закрыть, и никто посматривать за вами не будет. Ну и опять же открыть, чтобы вы могли общаться. Самый главный плюс, что она здесь есть, и вы можете ей пользоваться бесплатно, и для кого-то это важно, то есть иногда пообщаться с помощью вот такой камеры. Хотя я думаю, сейчас у всех есть смартфоны, и, наверное, проще будет все равно включить смартфон и пообщаться через смартфон, чем такую камеру и смотреть квадратики на такой большой матрице. По поводу звука. Общая мощность этих динамиков 60 Вт. И могу сказать, что звук в этом китайском телевизоре мне понравился. Я считаю, что за эти деньги действительно они наконец-то сделали не просто лейбочку, что Onkyo, он действительно звучит неплохо. Расположение динамиков, то есть вот эти два динамика сверху, встроенный сабвуфер сзади. Я включал музыку, я включал фильмы, есть определенный объем, есть басы. Немного опережает Холман Луди Форда, за рулем которого был Ханслер. Нет, даже не то. И это, конечно, звук не идеальный, но как для телевизора вам, я думаю, его хватит. И желание покупать отдельно саундбар, наверное, в этом телевизоре будет не так быстро у вас, как оно может быть, допустим, если бы здесь были обычные слабые динамики. То есть звук для этого телека неплохой. Следующее — это игры. Я подключил свой Xbox Series X, чтобы проверить его игровые возможности. Здесь такая же ситуация, как у телевизоров Sony. Чтобы полностью работали все игровые возможности, нужно, когда вы подключили свой HDMI кабель в версию 2.1 в телевизоре, вам нужно зайти в настройки, пункт входа и поставить расширенную версию HDMI. Тогда у вас будет полностью все работать. Когда вы это поставите, дальше заходите в настройку мастер игр, ставите все галочки, и тогда у вас будут работать все режимы, включая режим VRR. То есть будет работать переменная частота. И тогда у вас будет поддержка 4К 120 Гц VRR. То есть здесь все работает. Также есть поддержка Dolby Vision. То есть когда вы включаете игру, у вас загорается значок, что это у нас идет источник Dolby Vision, и все это тоже работает. То есть полностью все заявленные характеристики работают. Единственное, что неприятно, что это вы должны делать вручную, а не на автомате. То есть вы включили, оно все работает. То есть режим мастер игр вам нужно включать вручную. Тогда это все будет работать. По поводу режимов. Если включите режим мастер игр, у вас будет небольшое изменение в цветопередаче. Здесь как с режимом кино. То есть картинка станет не такая по контрастности, то есть немного будет порезан пункт контрастности, но тогда у вас будет максимальная плавность, максимальное количество FPS и максимальный отклик. То есть если вы заядлый игроман и вам в первую очередь важен отклик, плавность и все эти показатели, тогда есть смысл включать. Если для вас в первую очередь важен цвет, контрастность, и вы не чувствуете вот этот отклик, плавность и все остальное, тогда вам этот режим включать не нужно. Я поиграл в несколько игр, и запас яркости и контрастности в этом телеке таков, что это действительно будет комфортный телевизор для игр, и вам тоже это все должно понравиться. Ну что, ребят, какие хотелось бы сделать выводы? В целом, за эти деньги мне этот телек очень понравился, вот прям очень. Здесь есть, наверное, фактор небольшой психосоматики в том, что мы понимаем, что это китайский телевизор. То есть здесь уже как вы относитесь к китайским брендам. Готовы ли покупать себе китайский телевизор? Премиальный, но
Вот это слово китайский. Хотя я вам скажу, что действительно, так как он показывает хорошо. Придраться можно только к обработке движений темных сцен, в том, что там при движении тоже иногда видны вот эта мыльность, какие-то артефакты и немного жесткий контраст в SDR. То есть вот эти моменты я вам озвучил, то, к чему можно именно придраться. Звук, возможность яркости, возможность контрастности, черный. У этого телека за эти деньги, наверное, одни из лучших, которые я видел. То есть действительно хорошо. Игровой режим, все это есть. Опять же, Google TV. Вам не обязательно покупать отдельно приставку. То есть все это есть. Осталось только победить в себе в этот момент, готовы ли покупать за такие деньги китайский телевизор, либо в 1,5 раза добавлять на бренд и получить либо такой же, либо даже чуть-чуть хуже в плане возможностей, которые дает этот телевизор. То есть, если вы готовы себя побороть вот этот момент, что да, это китайский телек, но он показывает хорошо за свои деньги, наверное, за свои деньги лучше, чем многие его конкуренты, тогда можно смело брать. Здесь я вас переубеждать не хочу. То есть здесь вы должны выбор сделать сами. Моя задача показать положительные и отрицательные стороны. Выводы вы делаете сами. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте подписаться, мне будет приятно. Всем спасибо, пока-пока.